Всем привет! С вами Академия Покера. И это новый выпуск заносов наших учеников с июля по октябрь. Встречайте результаты обучения наших учеников сезона лето-осень 2022 в цифрах. А вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать полезные обучающие видео от наших тренеров. Покер-рум Покерок. Большое поле турниров. Еженедельный фриролл $200. Бонус 100% на первый депозит и, конечно же, встроенный хад. Больше информации в описании под видео. Список открывает Александр, ученик Максима Холдера. В паре с тренером они продолжают работу над активной игрой в поздней стадии. А именно над увеличением блефовых рейзов по флопу и терну. Также много внимания уделяют префлоп-стратегиям, разборам раздач и игре против диапазонов. В июле Александр также занимал призовые места в недорогих баунти-турнирах на GG Poker и пополнил свой банкролл на $1200. Далее в нашем списке также ученик Максима Холдера, Никита. Не новичок в покере, но, как и у большинства игроков, ему не хватало агрессии в решающих стадиях турниров. Именно над этим тренер плотно работал с первого занятия, подключая флопзилла. В результате улучшилось понимание диапазонов, и Никита стал более уверенно играть активные раздачи, блефуя в тех спотах, где это нужно, и вовремя останавливаться, где сопернику могло доехать все, что он тащил. Никита занял призовое место в мейн-ивенте турнира за $52,5 на покерок. Результат – $2720. В турнире Sunday Turbo за $10 занял третье место и забрал $388. Так держать, красавчик! Еще один ученик Максима Холдера, Александр, показывает хорошие результаты. Если бы не небольшие проблемы с дисциплиной, то все было бы еще лучше и успешнее. Но тренер уверен, что скоро и этот момент удастся победить. Александр демонстрирует хорошую игру в поздней стадии с большим количеством рейзов и агрессивной игры. $905 в Bounty Hunters на GG Poker в августе. Поздравляем! С учеником Александром тренер Максим продолжает обучение. Работу над игрой на постфлопе, более плотно прорабатывают игру в разных спотах во флопзилле. Подопечный показывает неплохие результаты. Первое место и $1096 в турнире Sunday Monster Stack на GG Poker в августе. Отлично. Идем дальше. Юрий, ученик Максима Холдера. Обучение заканчивает. У него были проблемы с игрой в поздней стадии. Действовал слишком аккуратно. Это получилось исправить. Игра стала более жесткой, что и начало приносить свои плоды. Ученик занял третье место в Bounty Hunters Big Game за $10 и пополнил банкролл на $4350. Вот это да! Еще один Юрий, ученик Максима, показывает достаточно неплохой уровень игры, что конвертируется в отличные результаты. Среди побед $1786 на турнирах 888 Poker и $1664 на турнире в GG Poker. Вот это да! Молодец! Александр, ученик Вячеслава Слэш, играет самые низкие лимиты. Очень долго играл на Poker Stars, но ничего не получалось. Были постоянные проблемы с дисциплиной, тильт из-за проигранных раздач и многое другое, связанное с покерной психологией. Тренер посоветовал ему сменить рум, после чего пошли первые результаты. Пусть и небольшие, но главное, игра пошла в плюс, и финальные столы не заставили себя ждать. $320 за июль в турнирах на 888 Poker. Есть чем гордиться, и это только начало. Идем дальше. Евгений, ученик Вячеслава Слэш. Обучение уже закончил, побывал не за одним финальным столом, но продолжает делиться своими результатами. Раньше в основном играл на площадке GG Poker. Решил попробовать покер-дом. И ему сразу же удалось взять призовое место – 32 тысячи рублей. Поздравляем! Кто следующий? Адиль, ученик Вячеслава. Пришел на обучение с неплохим опытом игры. Вот только с финальными столами были постоянные проблемы.
В ранней стадии он играл неплохо, набивал стек. Но как только начинались призовые, у него все валилось из рук, и стек уходил очень быстро. Вместе с тренером ученик проработал позднюю стадию турниров, прошли модели игры, а также разобрались, как играть с большими или короткими стеками. И вот они, первые финальные столы. $360 за август в турнирах Poker King, Poker и других. Это только начало. Еще один ученик Вячеслава, Сергей, пришел на обучение с неплохим опытом игры даже на средних лимитах, но были постоянные проблемы с игрой в средних и поздних стадиях турнира. После проработки материала его скилл продолжает медленно, но расти. Параллельно холдему он развивается еще и в Амахе. Частенько играет сателлиты на более дорогие турниры. Отобравшись на серийный турнир по Амахе, ему удалось заработать достаточно неплохую сумму для его лимитов – $613. Поздравляем! Иван, подопечный Вячеслава, пришел на обучение с неплохим багажом знаний. Самая его большая проблема, с которой он сталкивался, это дисциплинированная игра и игра не по банкроллу. Из-за этого не получалось иметь от покера постоянной прибыли. После проработки проблемных мест пошли первые результаты. 2 раза по $1800 в турнирах Покерок в сентябре. Красавчик! Дмитрий, ученик Вячеслава, играет средние лимиты, на обучение пришел с неплохим опытом в игре. Не хватало понимания, как использовать софт и работать над ошибками. Пройдя несколько тренировок, знания Дмитрия явно улучшились, и он смог показать неплохой результат в турнире за $60. Получилось занять первое место и увеличить свой банкролл на $1000. Обучение только начинается. Пожелаем ему удачи и еще больше заносов. Далее расположились сразу несколько учеников нашего тренера по кэш-покеру Сергея Феликса. Виталий играл в свободное время NL2 в плюс-минус 1,5 больших блайнда. Начали заниматься, и сейчас промежуточные итоги. Прошли префлоп и больше сосредоточились на игре от флопа. Александр раньше играл только в NL2, в слабый плюс, и мечтал об NL5. А сейчас бьет NL5, и это за пару месяцев. Исправили проблемы с колами в холодную, проработали 3-бет, отказались от неуместных донков, и процесс заиграл новыми красками. Инна уже играла NL5 в небольшой плюс, но играла очень аккуратно, зажато. Проработали постфлоп, расширили диапазон 3-бета, начали играть агрессивно, исправили игру на постфлопе в 3-бет 4-бет банка, и за 3 месяца курс был усвоен. Молодец! А что же ученики тренера Сергея Берсерк? Александр. Были проблемы с розыгрышами маргинальных рук и переигрыванием топ-пар. Посмотрите график до обучения. Что делали? Часто слоуплеили. Также снизили спектр колд-кола, и результат налицо. Виктория. До обучения постоянно играла в минус. После нескольких уроков игра выровнялась и уже побили NL5. На этом обзор заносов учеников Академии Покера за июль-октябрь подходит к концу. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, что посмотрели.